Здравствуйте! Это видео я решил записать для людей, которые не замечают в видеоиграх позитивного влияния рейтрейсинга на качество графики и не знают, почему в одних играх рейтрейсинг видно лучше, а в других хуже. В этом ролике я покажу, какие графические проблемы решает рейтрейсинг в видеоиграх и где вообще стоит его искать, а также постараюсь ответить на вопросы из названия видео. Безусловно, при включении рейтрейсинга картинка зачастую тут же меняется, однако эти изменения можно списать на цветокор. Рейтрейсинг будет хорошо виден только там, где альтернативные подходы рендеринга никак не справятся. И чтобы установить, что в том или ином случае используется именно рейтрейсинг, нужно найти именно такие условия. И для того, чтобы эти условия описать, мне придется кратко рассказать о разных типах отражения освещения. Действие рейтрейсинга проще всего увидеть в отражениях, поэтому в первую очередь поговорим о них. Я расскажу, как работают 5 самых популярных методов отрисовки отражений, и в том числе рейтрейсинг отражения. А затем покажу, где рейтрейсинг справляется лучше всех остальных. Первый метод с отзеркаливанием геометрии. Этот способ из эры PlayStation 1. В свое время он работал неплохо. Классический пример использования — игра Crash Bandicoot 2. В миссии с ездой на полярном медведе отражение находилось на ледяной поверхности. Сейчас же из-за особенностей моделирования уровней в современных играх такой подход невозможен. К тому же он ресурсоемкий и трудозатратный. Куб-маппинг. Методика использует кубическую карту для отображения трехмерной координаты текстуры в тексте при построении звука. Говоря простым языком, захватывается панорамное изображение уровня, и заснятая панорама отображается на поверхности с учетом угла, под которым мы смотрим на объект. Такие отражения смотрятся неплохо, если не заострять на них внимание, поэтому куб-маппинг применяется почти во всех современных играх. Недостаток данного способа заключается в том, что панорама захватывается один раз и более не изменяется. То есть все объекты, которые появятся в сцене не сразу и должны будут отражаться не будут. Отражение в экранном пространстве. Методика заключается в том, что от поверхности отражается луч, идущий из камеры игрока, и цвет точки, в которую попадает луч после отражения, будет считаться цветом пикселя на экране. Однако это работает лишь с объектами, находящимися в поле зрения игрока. Если луч не попадает в объект, находящийся в экранном пространстве, то он теряется, и пиксель остается без эффекта отражения. Данный способ великолепно подходит для создания отражений в водной глади, потому что когда игрок смотрит вперед, все объекты на экране находятся в его поле зрения, и благополучно отражаются в воде. Если же игрок смотрит вниз, то отражения нет. Но игрок при этом наверняка хочет посмотреть вглубь воды, и отражение будет ему только мешать. Еще один способ — это захват изображения с камеры. Можно поместить в сцену вторую камеру, захватывать изображение с нее и выводить на плоскость. Таким образом можно добиться очень точного отражения. Однако при этом нагрузка на систему очень высокая. И много таких отражений сделать не получится. Уже одно такое отражение может просадить производительность в 2 раза. Если же поставить, к примеру, 5 таких, то можно получить слайд-шоу. И последний тип отражения — это рейтрейсинг отражения. Безупречный способ создания отражений, который не имеет никаких недостатков с точки зрения качества отражения, и при этом требует меньшей вычислительной мощности, чем, например, захват сцены камерой. Отражения создаются похожим образом, как при использовании SSR, однако лучи принимают в расчет не только объекты в экранном пространстве, а вообще во всем игровом мире. Также рейтрейсинг — это единственный способ создать качественное отражение на кривых поверхностях. Итак, чтобы достоверно определить рейтрейсинг отражения, создадим такие условия, чтобы все остальные типы отражений были исключены. Сразу исключим методику дублирования геометрии, потому что в современных играх ее использование крайне маловероятно из-за большого количества недостатков. Нам нужно убедиться, что в отражении будут движущиеся объекты, таким образом исключаем куб-маппинг. Нужно, чтобы отражаемые объекты не находились в поле зрения камеры игрока, а то есть были за препятствием или позади камеры. А также нужно большое количество отражающих поверхностей, чтобы исключить вариант с захватом сцены камерой. В случае освещения все сложнее. В играх оно работает лучше, чем отражение, поэтому и разницу увидеть сложнее. Поступим так же, как делали с отражениями. Исключим ситуации, где свет возможно корректно реализовать без использования рейтрейсинга. Для этого мне придется рассказать о типах источников света, а также о том, как в играх работает динамическое и статическое освещение. Существуют такие источники, как направленный свет, точечный источник и фонарик. Направленный источник испускает свет в одном направлении и находится как бы бесконечно далеко. Интенсивный свет, испускаемого этим источником, с расстоянием не падает. То есть источник ведет себя как солнце, и в играх его так и используют. Точечный источник работает как лампочка. Испускает свет во всех направлениях вокруг себя. При этом интенсивность освещения падает обратно квадратично, как в настоящей лампочке. Фонарик или спотлайт
Работает похоже на точечный источник, но испускает свет не во все стороны, а в конусе с определенным углом. А теперь об отличиях динамического и статического освещения. Динамическое освещение работает в реальном времени, и на него оказывают влияние все объекты сцены. Такой источник при движении самого себя или объекта вблизи будет отбрасывать тени в реальном времени. Однако свет от такого источника не может отражаться от поверхностей и ограничивается радиус, дальше которого свет перестает действовать. Статический же свет запекается при разработке игры, не может двигаться и не будет создавать тени от движущихся объектов. Но из-за того, что есть возможность рассчитывать такой свет не в реальном времени, он выглядит куда более качественно. Как итог, необходимо, чтобы источник света и объекты рядом с источником двигались, исключая таким образом статический свет. А также нужно, чтобы в сцене было препятствие прямому прохождению луча света, ведь если будет присутствовать отражение света, то это исключит классическое динамическое освещение. Рейтрейсинг — это не только отражение освещения. Он также позволяет увидеть красивые преломления света, что хорошо видно в Майнкрафте. Много чего еще. Попробуй ответить на вопросы названия. Ты не видишь рейтрейсинг в играх, потому что разработчики не сильно стараются тебе его продемонстрировать. Ну, кроме, конечно, Nvidia, в чьих это непосредственных интересах. Как должно быть ясно из ролика, рейтрейсинг хорошо заметен в определенных ситуациях, которые сами по себе редки. И для создания красивых рейтрейсинг сцен или геймплейных ситуаций нужно много денег и труда. А игроков с мощными видеокартами с аппаратной поддержкой лучей еще недостаточно много, чтобы студии стали отказываться от части покупателей и перелопачивать внутренние процессы под внедрение рейтрейсинга. Поэтому придется либо наслаждаться теми крохами, что дают, либо ждать лучших времен для этой технологии.